История нашей сегодняшней героини по кличке Фрося доказывает, что пределов этому фактически нет. Несколько недель Фрося скиталась по улицам Омска, больше похожая на колтун спутанной шерсти, чем на живое существо, пока на нее не обратили внимания неравнодушные люди. Они доставили девочку к ветеринарам, а затем передали ее в руки работников приюта «Друг». Те пришли в ужас от внешнего вида собаки. Пришлось срочно стричь бедняжку, которая едва могла двигаться под весом неухоженной шерсти. Во время стрижки на шее Фроси был обнаружен глубоко впившийся в нее ошейник. Собака была совсем юной, потому волонтеры предположили, что хозяева одели его в щенячестве и с тех пор не снимали его. Когда Фросю отмыли и привели в порядок, обнаружилось, что она совсем небольшая собачка. Еще стало ясно, что она страдает от многочисленных опухолей, которые экстренно пришлось удалять. Фрося, поначалу не доверявшая людям, вскоре стала вести себя спокойнее. Она даже давала себя погладить, выходила на прогулки, общалась со своими пушистыми сородичами. Было ясно, что Фрося – бывшая домашняя собака, но, к сожалению, найти ее хозяев так и не удалось. Фрося окрепла и пришла в себя после всех медицинских процедур. Девочка оказалась активной, игривой и очень жаждущей к себе внимания. Обычно редко когда приютских собак забирают в новый дом сразу после лечения, но в случае с Фросей произошло настоящее чудо. Одна девушка решила познакомиться с этой милой собачкой. Пообщавшись с ней, она уехала, а затем вновь обратилась в приют и приняла решение подарить Фросе дом. Не все получилось гладко. Первое время Фрося могла сходить в туалет дома, громила предметы быта, царапала дверь. Но ее хозяйка проявила терпение и заботу, в которой так нуждалась девочка. Ее поведение, конечно, хромает. Она периодически наносит вред материальным ценностям в доме. Иногда моральный вред хозяевам, но стараемся ее воспитывать. Вот так бродящая по дорогам в запущенном состоянии собака стала любимой и домашней. А все благодаря тому, что когда-то люди не прошли мимо ее беды.